Всем здравствуйте! Приближается дата, которая не говорит, наверное, только ленивый. Я не считаю себя ленивой, поэтому мы тоже сегодня поговорим о зеркальной дате 23.02.2023. Некоторые скажут, какая же она зеркальная, она же не совсем точно читается справа налево или наоборот. А все дело в том, что с точки зрения нумерологии зеркальными считаются все даты, которые состоят из одинакового набора цифр. В дате 23.02.2023 мы видим, что она состоит из двоек и троек. С этим разобрались. А теперь давайте поймем, почему же вокруг этой даты так много разговоров. Да все потому, что именно в этот день, именно этот день считается, наверное, самым энергетически мощным в 2023 году. А как мы знаем, в каждом числе заключена определенная энергия, которая особенно проявлена в зеркальные даты. Если вы не подписаны на мой канал, то сейчас самое время это сделать. На моем канале вы найдете ответ на любой ваш вопрос касательно энергии чисел. Не забудьте нажать колокольчик, и он обязательно прозвенит, напоминая вам о том, что еще вышло одно видео на моем канале. А если вы досмотрите это видео до конца, то обязательно узнаете о магическом ритуале, который можно и нужно сделать в зеркальную дату. Давайте теперь разберем, какие же энергии заключены в дате 23 февраля и что нам это может дать. Как мы можем использовать этот день для себя и всего общества в целом? Двойка в нумерологии символизирует женское начало и пассивность. Она управляется Луной, ночным светилом, ночным нашим правителем. Отсюда и трактовка энергии двойки. Это партнерство, это баланс, дружба, сострадание, сотрудничество. Но нужно не забывать, что в числе 2 в чистом виде, это число 2, в чистом виде, это энергия. При этом, если двоек нечетное количество, то это ее еще больше усиливает. А если четное, то уравновешивает, устраняет дисбаланс. В предстоящей зеркальной дате двоек, как мы видим, 4. 0, как некая точка отсчета, где все начинается и все заканчивается. Она тоже придает двойке возможность для старта, возможность открыть для себя что-то важное в жизни и, возможно, посвятить этому всю свою дальнейшую жизнь, не забывая при этом о балансе и гармонии, сотрудничестве и дружбе. Тройка имеет очень мощную символику. Это творчество, общение, оптимизм, любопытство. Тройка управляет Юпитер, планета расширения, планета радости, изобилия, успеха, удачи. И как же эти два числа взаимодействуют, спросите вы? Трудно. Это конфликтная ситуация, поскольку спокойная и уравновешенная двойка должна следовать за активной тройкой. Вообще в нумерологии число 23 связано с планетой Уран. А что же такое Уран? А это непредсказуемость, эксцентричность, изменения, инновации. 23 означает трансформацию, какие-то новые начинания. Отсюда и выходит, что число 23 наполнено обилием внутренних противоречий. Числом 23 начинается дата и заканчивается дата, то есть 23 и 23 год. А стало быть, нужно обратить внимание не только на ключевые двойки и тройки, но на их сумму тоже, то есть число 5. А что такое пятерка? А пятерка – это прорыв, это прогресс, перемены какие-то, движение вперед. Число 5 – это 5 чувств человека, символ жизненного опыта, лидерства, знаний. Это любовь и символизирует союз неба, тройка, и земли, двойка. Делаем вывод. Число 23 и 5 – это перемены в жизни, но без суеты, медленно, но уверенно, с проявлением терпения. День для начала реализации всего, что было задумано. День напора, проявления воли, освобождения от негативных эмоций, от неуважения к себе лично и к окружающим в целом. Так что смело вперед. Но есть такое выражение «спешим медленно». Ведь сумма всех чисел, входящих в дату 23.02.2023, 14, а это энергия умеренности,
у которой помимо положительных качеств есть и отрицательные. Прежде всего, это отсутствие той же умеренности во всем, в еде, алкоголе и прочих каких-то зависимостей. Также это неумение отпускать обиды, зацикленность на прошлом, неумение тратить или распределять деньги, отсутствие постоянства в партнерстве. С этим мы тоже разобрались. А теперь давайте поймем, почему же нужно что-то делать в эту зеркальную дату. Ну вот говорят, не пропустите зеркальную дату. Все зеркальные даты с точки зрения нумерологии идеальны для загадывания желаний и каких-то начинаний или важных дел. Прежде всего в этот день нужно кардинально и навсегда избавиться от всяческих негативных мыслей. Можно строить планы на будущее, загадывать желания. Лучше всего желание сформулировать на листе бумаги в определенное время, чтобы на часах было 23:23. Можно признаваться в этот день в любви или делать предложение руки и сердца. Если есть какие-то разногласия в семье, то вот самое время наладить отношения. Также зеркальные даты усиливают чувства из-за того, что они становятся осмысленными, и задуманное может сбыться. Также, впрочем, как и негатив, который будет транслироваться вами, а вернуться может к вам же бумерангом. Поэтому постарайтесь в этот день не желать никому зла, избегать всяческих необратимых поступков, не конфликтовать и не спорить ни с кем, не вспоминать какие-то болезненные для вас события. Не реагируйте на провокации, которые могут привести к непредвиденным ситуациям. А теперь обещанный ритуал. Если вы хотите избавиться от давних обид, отпустить что-то, что мешает вам жить, и простить обидчика, то это можно сделать в зеркальную дату. Для этого нужно совершить очень нехитрый обряд. Возьмите лист бумаги, напишите на нем все то, что беспокоит вас. И от чего вы хотите избавиться? Это ваши страхи, если есть, боль какая-то, тревоги, обиды, все тягости души, от которых вы хотите избавиться. Теперь можете скомкать этот лист, положить в подходящую емкость, пепельницу, тарелочку или еще что-то, и поджечь. Пока горят эти ваши все тягости, проговорите: свою обиду отпускаю, двери в новый мир открываю. Верить обещаю. После того, как все сгорит, возьмите этот пепел, выйдите с ним на улицу и с чистым сердцем и с легкой душой развейте этот пепел по ветру. Если вы все сделаете правильно и действительно вложите в ваши слова весь смысл того, что хотите сделать, вам обязательно станет легче. Я надеюсь, что вы немного больше узнали о смысле зеркальных дат и будете пользоваться этими знаниями для улучшения своей жизни и окружающих вас людей. А я с вами на этом прощаюсь и надеюсь, что мы еще обязательно встретимся на моем канале. Всего вам доброго, будьте счастливы!